Брала камеру с глубины, поставила здесь на мелководье, огромные стаи плотвы ходят, пару забросов сделал. Сразу следовали поклевки. Плотвичка, видно, тоже вышла погреться. Глубина вместе ловли 1,5 метра, предыдущая точка располагалась на 3 метрах глубины, рыба там совершенно не хотела задерживаться на прикормке. Здесь же, перед свалом в глубину, водичка на пару градусов теплее и мелочь отлично реагирует на корм. Здесь немного лучше будет прозрак. Точнее, может быть, буду закидывать, хотя близко кидать тоже неудобно. Сейчас посмотрим. У меня стоит полуметровый 0,08 поводок с тоненьким крючком 18 номера, одним мотыликом, одетым колечком. Плотвичка практически сразу хватает насадку, повисает, делал несколько невнятных тычков. Поклевку я, видимо, не вижу, и она выплевывает крючок. Другая плотвичка подбирает мотылика, повисает, хорошенько натягивая поводок. Вторая потяжка, и я ее засекаю. Рыба пугается подсечки, но сразу же возвращается обратно на точку. Неудобно на такую короткую дистанцию забрасывать. Поменяла прикормку на светлую, разницы в поведении рыбы вроде бы нет. Здесь на песчаном дне возле берега светлая прикормка наоборот выглядит более натурально. Плотвичка хватает насадку, проходит приличное расстояние, натягивает поводок и освобождается от крючка. Очередная красавица перехватывает мотылика, делает несколько внятных потяжек, но при подсечке срывает с крючка. Поклевка и мимо. Оказывается, счастье было здесь под ногами. Продолжаю я с черной прикормкой Dragon Лещ Мотыль, моей любимой 15-граммовой кормушки Грибмеша Дреннон. Снова плотвичка на падении перехватывает мотылика, выплевывает и снова берет. Оснастка у меня инлайн с отводом, если посмотреть на бусинку, то сразу видно, какие колебания создает рыба. Легкий потрях головой — это примерно полсантиметровый тычок, который, видимо, я просто не замечаю на квивере, хоть и ловлю близко и с плетеной леской. Делая же потяжку, я выпрямляю поводок, заставляю уже клюнувшую рыбу выдать себя более четкой поклевкой. О, какая крупная. Латвийцы отлично реагируют на падающие светлые частицы, мотыль кажется для них крупноват. Похоже на то, что с каждым забросом они все меньше на него реагируют, не считая этой резвой красавицы. Ох, какая потяжища. У нас гость большой. Еще один гость у нас. Белая цапля. Самая маленькая клеточка Дреннон почти не пугает рыбу, а вот мотыль в ней совсем никого не привлекает, как и 3 мотыляных крючки. Выглядит, видимо, неестественно. Но только не для хозяина водоема. Может быть, вот почему ерши почти всегда очень глубоко заглатывают крючок. Скушав насадку, они никуда не спешат, стоят на месте, наслаждаются, а мы не видим поклевки. Как интересно он реагирует на потяжку, не дает себя раскусить. О, вот это сюрприз. Хозяин водоема. Посмотрим реакцию рыбы на опарыша.
Интересно, что на дне из-за недостатка кислорода он быстро теряет свою активность, особенно в холодной воде, хотя может немного шевелиться в течение нескольких десятков минут. Это может настораживать, особенно осторожную рыбу. В то же время он как бы съеживается и становится довольно твердым. Рыба, попробовав его, сразу выплевывает. Так что при капризном клеве лучше использовать ошпаренных или утопленных личинок. Еще отлично работают рубленые опарыши, еще лучше смесь рубленого мотыля, опарыша и кастера. Было бы очень интересно посмотреть реакцию рыбы на них. Все по очереди подхватывали моего опарика, но вот наконец приличная потяжка. Уверенная поклевка и мимо. Закрытый наперсток Дреннон в работе, отличное полетное качество этой кормушки, почти не пылит при падении и очень медленно дает прикормку, что порой весьма актуально, особенно при ловле подлещика. Правда, при выматывании эта кормушка дает довольно сильное сопротивление. Плотвичка уж давно перехватила мотыли, как только кормушка коснулась дна на падении, и около 20 секунд перебирает насадку во рту, никуда не двигаясь с места. А мы это, конечно, не видим. Вот где нужна поджиговка. Все больше мелкого подлещика появляется на точке, через полчаса они подтянулись на корм. Стоит одной рыбе испугаться и дернуться, как вся стая в ту же секунду реагирует на сигнал опасности, правда, довольно быстро возвращается назад. Было бы очень интересно посмотреть реакцию более крупной рыбы на падающую кормушку, пугала ли бы она их. Точно можно сказать, что испугавшись, они вряд ли так быстро вернутся назад. Плотвичка отзывается на потяжку и садится на крючок. Подлещик как-то странно ведет себя на точке, плавает высоко на дно, почти не питается, только иногда перехватывает тонущие частицы и совсем не часто подбирает прикормку со дна, а насадка вообще не обращает никакого внимания. Скорее всего, уверенно питаться ему мешает совсем небольшая глубина в точке лова и довольно прозрачная водичка. Снова работа светлой прикормкой с более крупной фракцией, разницу между черным и светлым кормом опять-таки не видно, может быть потому, что она подается в очень маленьком объеме. Можно смело сказать, что плотве очень нравятся большие светлые частицы в прикормке, она их часто пробует, особенно привлекает ее мягкие слипшиеся комочки. Она с удовольствием их хлопает, возможно, быстро наедаясь и теряя активность к питанию. Вот почему при ловле мелкой рыбы надо стараться тщательно просеивать корм, чтобы в нем не было больших слипшихся частиц. Матросик издалека увидел пошевелившегося мотылика. Завершающий довольно интересный кадр, который опять-таки подтверждает, что рыба, взяв насадку, может висеть с ней над кормушкой, не подавая признаков очень долго, в данном случае более полуминуты. Глядя на бусинку отвода, видно, что небольшие рывки рыба все же совершает, но на квивере их толком не видим. Может быть, в этом случае отвод для кормушки немного искрадывает поклевку, делая эту оснастку не такой чувствительной, как просто инлайн. Вот почему ловля мелкой рыбы на счет бывает такой продуктивной, когда чаще всего, не видя поклевки, засекаешь рыбу контрольной подсечки, иногда в довольно быстром темпе, на счет 5 или даже быстрее. Поджиговку же можно использовать как второй вариант борьбы с невидением поклевок. Повторюсь, что в то же время этот прием помогает быстрее освободить кормушку от корма и соблазняет рыбу движением насадки. Плотвичка висела и в итоге на подсечке отклеилась от крючка, даже не поняв, что это было, продолжает питаться. Фильм «Подводный фидер», часть 5, «Слепой фидер». Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я буду стараться двигаться дальше и глубже в съемке подводных видео, а в завершении фильма несколько интересных кадров.